Экран с диагональю в 13 дюймов, операционной системой Android 14, двухоконный режим, процессор MediaTek Helio G99, аккумулятор емкостью в 10 000 мАч, поддержка 4G сетей, Wi-Fi 5 серии, возможность расширить внутреннюю память, вставив карту памяти до 1 терабайта, алюминиевый корпус, стильный дизайн, и обо всем этом я прочел в рекламе к планшету под названием Teclast T65 Max. Конечно, данные характеристики особо не удивляют и не впечатляют, но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Начнем. Распаковка. Поставляется планшет в белой упаковке из плотного картона, на упаковке есть название и краткие характеристики модели. Упаковка неплохая, в комплекте мы имеем сам планшет с защитной пленкой, у которой не лучше олеофобное покрытие. Далее в комплекте есть краткое руководство, кабель для зарядки с Type-C на Type-C и блок питания на 20 Вт. Последнее, что положили в комплект, это ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Вес устройства 731 грамм, а габариты 305 на 199 на 10,3 мм с блоком камер. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Условия просты: подписаться на канал с колоколом, оставить осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании к своему каналу на YouTube указать свое имя в телеге, подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. На стриме присутствовать не обязательно, выиграете, я вам обязательно напишу. Переходим к планшету. В продаже доступна только серая расцветка данной модели, корпус выполнен из алюминия, но сразу к минусам. Собрана данная модель плохо. Корпус проминается, скрипит, кнопки имеют люфт, ко всему раздражительно дребезжат во время использования планшета. Дизайн планшета неплохой, обыкновенный планшет с большой диагональю экрана. Но вот блок камер, как по мне, можно было бы сделать более аккуратно, так как сами камеры из себя практически ничего не представляют, а блок камер большой, ко всему с глянцевым покрытием. Что касается эргономики, то в целом все неплохо. В руках планшет лежит комфортно, грани не натирают, но печатать из-за габаритов удобно только одной рукой, в то время как вторая рука держит планшет. Но из-за веса долго в таком сценарии не попользуешься им. Далее на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки Type-C, мини-джек на 3,5 мм, микрофоны и стереодинамики. Настроек для звучания нет, динамики достаточно громкие, но качество звука довольно плоское. Вибромотора, разумеется, нет. Далее планшет оснащен IPS-экраном на 12,95 дюйма с разрешением 1920 на 1200 пикселей и плотностью пикселей в 175 ppi. Рамки не громадные, за что плюс. По моим замерам на 100% яркости экран выдает скромные 186 люксов. Яркости хватает только для домашнего использования. Конечно, если мы говорим про комфорт. В остальном, если вглядываться и искать тень, то можно и на улице что-то разглядеть. Но комфорта ноль. Автоматическая регулировка яркости работает неплохо, частота обновления экрана скромная 60 Гц, мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Функция для разделения экрана имеется, экран можно разделить на 2 части, но учитывая диагональ, хотелось бы разделить экран хотя бы на 3 части. Удобно, что есть панель задач, но если она не нужна, то ее можно отключить. Разблокировать экран можно стандартными способами разблокировки и функцией распознавания лиц. Работает данная функция хорошо в разных положениях планшета, но угол, под которым он может распознать лицо, небольшой. Внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G99 MT6789, куда же без него? Куда-то же надо их, которые наклепали, запихивать. Техпроцесс 6 нанометров с 8 ядрами и максимальная частота 2,2 ГГц. К слову, техпроцесс лучше, чем у некоторых Huawei, в последних самых, которые по 130 тысяч продают. Графический процессор Mali G57 MC2, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS не ниже версии 2.0 на 256 гигабайт. Система Android 14 версии, мне лично обновления не прилетали, русский язык на борту, как и Google сервиса. Операционная система работает, не сказал бы, что плохо, но за время тестирования я встречал микрофризы и подвисания, при которых требовалось перезапустить планшет. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей с 3, 7 и 20 бендом и поддержка функции VoLTE. Связь планшет ловит неплохо, но слабо. Bluetooth указан на официальном сайте версии 5.0, на AliExpress 5.2. NFC планшет не поддерживает, а вот для навигации и позиционирования есть поддержка GPS B1S, GLONASS и Galileo. GPS-навигация отрабатывает медленно, емкость аккумулятора 10 000 мАч, планшет заряжается от 0 до сотки за 4 часа 15 минут, что не быстро, поедает за час просмотра видео на YouTube 3% заряда, за 1 час уходит 17% заряда, если мы говорим про PUBG New State, 14% заряда в Лиге Легенд и 20% за час игры в Genshin Impact. Комфортно было играть только в Лигу Легенд, шутеры и подобные
игры, как Genshin Impact на данной диагонали, как по мне, не лучший вариант. По производительности планшета хватает на то, чтобы играть в игру PUBG New State на рекомендованных настройках, как и в Лигу Легенд. Сенсорный отклик неплохой, в целом проблем не было с экраном, кроме того, что экран довольно тусклый, я повторяюсь, если кто забыл. В тротлинг-тесте планшет выдал следующие результаты: 201 гипс минимум, 214 гипсов в среднем, 221 гипс максимально. В Geekbench 6 в сингл-коре 713, в мультикоре 1854 и в GPU-скоре 1283. В Antutu выдал 404 тысячи баллов, что неплохо, и потратил всего 1% заряда. Storage тест показал 39 777 баллов. 45-минутный стресс-тест планшет прошел уже хорошо. Перейдем к камерам. Планшет оснащен одним основным сенсором на 13 мегапикселей и одним фронтальным сенсором на 8 мегапикселей. В тыльной части есть вспышка, максимальное разрешение для видеосъемки 1080p 30 fps. На борту нет вспомогательных функций или режимов, никаких качества видеосъемки, как вы могли заметить, не лучшее, мягко скажем. Но в целом, учитывая цену, я ожидал куда худшей работы, что можно сказать и про фото. Примеры видеосъемки вы уже видели, а фотографии днем вы сейчас увидите. Минусы: плохая сборка, мало яркости, тормозит и подвисает ПО. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто хочет помочь проекту и у вас есть премиум в телеге, дайте польза скидки по ссылке в описании свой голос. И потом я разыграю 200 голосов, когда половину наберу. Плюс буду делать истории отдельные по сейлам. Резюмирую. Teclast T65 Max, учитывая стоимость, в целом можно рассматривать к покупке, так как по работе системы он не уступает другим бюджетным планшетам. Но при этом имеет большой экран и в целом хорошее время автономной работы. По мне, в поездке данный планшет брать неудобно. Я за более практичные варианты. Но думаю, что своего покупателя данная модель найдет. От меня девайсу максимально скромная, да, потому что у нас есть и Realme, и Redmi планшеты супер дешевые, и от Lenovo можно поймать, особенно старенькие. Подписывайтесь на канал с колоколом. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.